Всем привет! Сегодня наконец дошел протестировать вот этот мега-прибор у меня за спиной. На самом деле история с этим кайтом началась достаточно давно. Михаил Соловейкин в своих рассказах про кайтовый гидрофойлинг часто употреблял такое выражение, что кайты романа косички. И, как оказалось, это практически никак не гуглится, потому что это такой супер кастомный прибор. В какой-то момент я записал подкаст с Романом. Кратко, кто не знает, Роман — это такой дяденька, который живет во Вьетнаме, и он полностью вручную шьет эти кайты. Краткая история того, что он пытался сделать, она понятна. Была компания с Гавайев, Board Riding Maui. Он хотел получить такой кайт. Это были первые, наверное, безбаллонные кайты с одним центральным баллоном. Но они ему не выслали, тогда он отшил свой вариант. На эти кайты можно смотреть совершенно под разными углами. Наверное, ликвидность кастомных кайтов, она очень спорная, потому что на самом деле кайтеры очень любят большие бренды, очень к ним трепетно относятся. Тут это полный кастом с своеобразным очень дизайном, который не всем может понравиться. Вот. Сегодня дула достаточно, чтобы было попробовать этот кайт. Я его накачал, прикрутил обычную кабриновскую планку. Могу рассказать, в чем тут, как мне показалось, характерные особенности. Первое, тут есть вот такая поддержка переднего края, она достаточно... Вообще весь дизайн кайта, он достаточно минималистический, тут нет ни одного лишнего элемента. Что, может быть, бросается в глаза, это на швах достаточно большие дырки, то есть они прям просвечиваются. Не знаю, с чем это связано, может быть, кайт зашит просто толстыми нитками, или у него была сложная жизнь, потому что у этого кайта уже достаточно большое тестовое прошлое. Очень бросаются в глазах достаточно большие сегменты по баллону, он такой весь угловатый. При этом он, как мне кажется, он очень ремонтопригодный, потому что сегменты имеют достаточно простую форму, все необходимые, никакого лишнего дизайна, просто полоски. Задняя кромка усилена тем же материалом, из которого сделан этот дохрон, по сути. Дохроном, и это очень важная история, потому что без усиления задней кромки пойдет трындец. Потому что у этого кайта, я подозреваю, что у всех однобаллонников есть характерная особенность, когда ты отдаешь от себя планку, он начинает адски флотерить. Кайт очень крепкий, потому что до меня его уже тестировали, наверное, все на свете очень долго. Говорят, что уже года 2 он живет. У него нет каких-то следов износа. Честно сказать, то, что кайт шьется вручную, на нем видно. Все швы имеют какую-то легкую уникальность. Такие условно-эллиптические элементы. Потому что, наверное, все режется, шьется руками. Что бросается в первую очередь, когда ты поднимаешь этот кайт, то, что если были надежды на то, что он использует те же принципы в управлении, как и обычный баллонный кайт, ничего не правда. Все то, что знаешь о управлении баллонным кайтом, применяется весьма условно. То есть на том уровне, что если ты тянешь левую сторону планку, кайт летит влево, правую он вправо, на этом все заканчивается. Кайт рулится только на затянутой фланге полностью. Я подозреваю, что при небольшом отведении даже от себя, либо в краю окна, когда он пролетает, он очень сильно флотерит. То есть поэтому управлять кайтом нужно привыкнуть, планка полностью притянутая, либо нужно намутить каких-то пиктейлов, чтобы он был перезажат. И получается, что в силу вот этой специфики практически не работая с депауэром. Полный сброс тяги происходит при небольшом отведении от себя, все прям полностью скидывается, ничего не остается, можно ехать просто на гидрофойле. Но при этом кайт рулится и как-то работает. Хочет на меня напасть, прикинь. Не любит меня. Дай ему задачу. Да. В общем, как-то работает только при полностью затянутой планке. При этом, когда делаешь мах какой-то, то он сильно вибрирует. Возможно, есть проблема в управлении,
Я не особо умею, наверное, управлять подобными штуками. Но я подозреваю, что это конструкционная особенность всех этих кайтов. Что касается A-старта. Когда кайт падает, у него нет центрального баллона, ткань прижимается ветром, и он не истартует, по сути. Чтобы он истартнул, надо его наполнить. Чтобы его наполнить, надо как-то ухо подвернуть на ветер минимально. Вот. Он подворачивается на ветер, тянешь за управляющее, он взлетает, стандартная история. Как оказалось, нет. Когда тянешь за управляющее, я привык в крайнем случае, я их натягиваю, кайт подпрыгивает, я его разворачиваю. Здесь, если я перетяну, то когда он поднимается, у него достаточно сильно поджат задний край, он делает хлопок и падает назад. Из-за поджатого заднего края. Такая вот специфика работы этого кайта. Тут надо так все гораздо более тонко чувствовать. Была мысль обзавестись чем-то похожим. Есть французская компания Gong, которая делает подобные кайты, только очень дешево и походу в Китае. Но после того, как я разобрался на примере этого кайта, как он работает, я не уверен, что на моем уровне катания это что-то даст. 4 летает в очень маленький ветер. Наверное, где-то это сопоставимо с однослойниками. Но требует очень уверенного управления, хорошего налета, умелого пилота и так далее. При этом обладает особенностями в рестарте и очень, я бы сказал, наверное, неохотно идет на ветер. То есть у него нет такой задачи, быть high performance. Поэтому кто рассматривает к покупке подобные конструктивы, наверное, должен обладать уже каким-то суперсолидным опытом, делать все основные развороты для того, чтобы вообще как-то понять это. Потому что, чтобы на нем стартануть, его надо существенно разогнать. То есть нужно сделать, как я видел, например, как это происходит обычно, это нужно сделать либо несколько кайт-лупов, либо очень хитрую 8 в горизонтали. Я пытался делать просто даунлуп обычный. В принципе, кайт дает в центре окна достаточно мощный импульсный толчок. Вот. С большим гидрофойлом от серфовых каких-то размеров, в районе 1000-1200, работать будет, прям, мне кажется, очень хорошо. Мое такое, неопытное мнение. Но это очень профессиональная штуковина. И, наверное, надо уже сильно разочароваться в классических каких-то конструкциях, чтобы к ней переходить. Вот так. Всем спасибо, всем пока.